Всем привет! Добро пожаловать на канал. Напоминаю, что больше моих уроков вы можете посмотреть по подписке на Boosty. В этом уроке рисую такой длительный набросок карандашом, вот такого ножа, да, или открывашки, не знаю, как он правильно называется. И вообще, зачем делать вот такие рисунки, рисовать именно такие предметы бытовые, да, вроде как бы простые, не очень интересные, и еще в таком тщательном тоне. В целом, этот набросок. Наброски нам нужны для чего? Первое – это для развития своего глазомера. То есть мы всегда в рисунке используем два метода основных. Это глазомер, то есть набрасываем предмет на глаз, как мы его видим, да, вне зависимости от того, что бы это было. Какой-то бытовой предмет, там чайник, кружка, натюрморт, пейзаж или человек, или полностью целая фигура. То есть так мы тренируем свой глазомер. Мы можем сделать этих набросков очень много. Обычно их делают за короткое время, например, 5-10 минут, иногда 20, да, в зависимости от вашей цели. Так, что вы хотите нарисовать и как подробно вы хотите это ухватить. Да, у вас здесь нет времени на подумать, на поразмыслить. То есть все, что вы уже знаете об этих предметах, как их строить, в набросках вы, так скажем, видите результат. Например, вы до этого проходили цилиндр или какую-то кружку, проходили эллипсы, вроде все в них разобрались, и тем, что вы набрасываете какие-то подобные кружки, цилиндрические предметы, вы этим закрепляете, еще лучше разбираетесь и тренируете глазомер, быстрее ухватывать вот такие подобные формы. И в целом его тренируете. То есть длительных рисунков мы можем сделать не очень много, а вот именно набросков можем сделать много-много. Да, можно за день сделать 5-7 штук, и так каждый день. Да, за неделю у вас там будет 30 штук, за месяц их там будет 90-100. И прогресс будет гораздо лучше и быстрее, когда мы будем рисовать постоянно и часто. Если вы не понимаете, как рисовать наброски или хотите поподробнее с этим разобраться, приглашаю вас на свою Boosty. Там недавно я выложила видео по наброскам, какие моменты стоит уделить внимание при рисовании набросков, как их вообще делать, и вы можете порисовать их вместе со мной, да, под видео, и также получить обратную связь по своим наброскам и по любым каким-либо рисункам. С этим ножом я попробовала пойти дальше, и не просто его набросала, в целом, как я его набрасывала, он получается у нас такой прямоугольной формы, да, под куб. Под куб такой прямоугольный, чуть вытянутый, поэтому проще сначала набросать именно вот эту его форму, такую квадратную, да, вытянутую, потом уже внутри нее сделать эту ложбинку, и параллельно, конечно, я отмечала эту верхнюю часть ножа. Я в целом делала почти на глаз, как и весь нож, да, может, проводила там какие-то осевые линии, чтобы было мне полегче ее найти. Особенно интересно рисовать предметы в ракурсе, как вот этот вот нож. То есть это такой выход из зоны комфорта. Это так и какую-то сложность дает, но и зато интерес, да, что с такого ракурса вы не рисовали. То есть обычный, как предметом постановки, да, кружка, которая стоит на столе, в целом уже можете по памяти нарисовать, да, без этой кружки. А вот если ее положить, да, или как-то по ней что-то поставить, у нее будет какой-то наклон, здесь гораздо уже сложнее, может не так сразу получиться. И эти ракурсы и полезны к тому, что дальше мы будем рисовать, например, фигуру человека, а там руки, ноги, все части тела постоянно уходят в какой-то ракурс. Это такая тоже подготовка к фигуре, даже голову, да, ее можно по-разному, портрет по-разному человек может наклонить, может на нас, может от нас, тоже какая-то уходит в такую перспективу. Потом вы можете проверять себя тем, что переводить рисунок в черно-белый вариант. И уже с ЧБ фотографии сравнивать свой черно-белый рисунок. То есть тон — это про тон, да, это про темнее или светлее на вашем рисунке. У данного ножа тут была именно под этим светом рукоятка чуть светлее, да, чем его верхушка. Да, вот если под каким-то другим ракурсом свет как-то падал больше на металлическую часть, она была светлее, а вот эта вот красная чуть-чуть темная, темнее, чем металл. Тут также в этом наброске, да, мы не просто линейный набросок выводим, но и дальше уходим в тон, то есть также штрихую, как обычный какой-либо предмет, но, так скажем, в более ускоренном варианте. Хотя вот этот нож я, наверное, минут 40 точно рисовала. То есть я хотела именно вот таким прям тщательным, аккуратным сделать, потренироваться вот на нем, попробовать его так передать. То есть благодаря таким мелким предметам хорошо тоже ставится тональное соотношение, то есть он вроде небольшой, это не огромный какой-то рисунок, да, где нужно много моментов всяких сравнивать, и уходит очень много времени. Здесь вы чуть быстрее, но с маленьким предметом так тщательно сравниваете тон, тоже приучает видеть тон, да, что светлее, что темнее, потому что часто обращаешь внимание на цвет, но непонятно, да, что из этого цвета темнее. Тут явно, конечно, видно, что ткань светлее, чем весь этот нож, но в зависимости тоже от бликов. Блики там более светлые, чем сама драпировка. Вот такой нож у меня получился. Если вам интересна эта тема, более подробно я ее раскрываю на своем Boosty.
можете подписаться по самой минимальной подписке. Доступен урок по наброскам. До новых встреч, всем пока!